Всем привет! После года использования этого элитного, дорогого и суперкрутого Garmin променял его на простенького китайца с AliExpress EGP Sport. И в данном видео расскажу, почему я это сделал. И сразу вводные. Garmin цветной, сенсорный, с детальными картами, а EGP Sport черно-белый, кнопочный, с простейшими картами. Но по совокупности факторов он для меня оказался лучше, чем этот Garmin. И интересно, что не так с Garmin, тогда смотри это видео до конца. Кстати, я тут недавно сделал свой топ-10 товаров с AliExpress, которые могут быть интересны и тебе. Подсказка сейчас вылезет сверху, также добавлю это все в описание. Это два абсолютно разных бойца из разных весовых категорий, поэтому само по себе такое сравнение глупое. Нужно брать как минимум ближайших конкурентов, например, Wahoo Element Bolt, или у этого же бренда EGP Sport есть моделька IGS 630, которая вполне может потягаться с Garmin 1040. Но, как говорится, маемо тыща маемо, поэтому такой обзор. Это у нас Garmin Edge Explorer, это первое поколение из двух на сегодня. И во второй версии почти все то, из-за чего я его положил на полку, исправили, но это не точно. Но обновляться до второй версии почти за $300 я не горю никаким желанием. А более новую версию Garmin, так там и вовсе за $500 переваливаю. А это EGP Sport BSC 200. Здесь есть все те же функции, что есть и у Garmin, за исключением пары нюансов. И выбрал я его именно из-за цены. Попал под скидку и заплатил за него $37. А такой Garmin на сегодня стоит порядка $180. Здесь в кадр может попасть небольшой дизайнерский элемент. Просьба на него внимания не обращать. Это я криво поклеил стекло. Защитную пленку. Здесь есть едва заметный бортик, из-за которого я не смог выдавить воздух. Ну а дальше в порядке приоритетности для себя я расскажу, что же не так с этим велокомпьютером. У китайца время работы просто астрономическое. Я даже не пытался его замерять. С 10 утра до полуночи он отрабатывает в легкую, еще остается там пол батареи. А у Garmin при тех же условиях это подключение к телефону, это получение уведомлений, это постоянно включенный экран, то есть обычная базовая работа, не более 5 часов. И это не брак. Знаю еще двух человек с такими же компьютерами, и у них похожая история. Конечно же, можно увеличить время работы, отключив его от телефона, спящий режим настроить, Powerbank использовать, как вот такой я использовал, или, например, такой. Про этот Powerbank я уже неоднократно рассказывал. Это самое компактное решение со съемными аккумуляторами, которые мне удалось найти под разъем Type-C. Ссылочку на него добавлю ниже. Ну еще, конечно же, понадобится длинный провод, потому что часто приходится его заряжать на ходу и тянуть этот провод от банки, которая находится в сумке. То есть как минимум там хотя бы метр иметь. Но камон, это же Garmin. Какая нафиг экономия? $200 почти стоит. Какие еще режимы энергосбережения? Какие еще пауэрбанки? И это я только начинаю. Здесь у нас micro-USB. Год производства этого гаджета где-то между 16 и 18. И уже к тому времени пора бы уже, наверное, было бы ставить сюда на эти элитные устройства Type-C. Итого выходит, что практически на любую поездку я должен брать с собой Powerbank и отдельный провод micro-USB, потому что у меня таких уже не осталось. У меня все на Type-C. За 24 год заменил все устройства на micro-USB, даже дома. Есть, конечно, парочка, но я ими пользуюсь так редко, что нет смысла их менять. Режимы работы. Здесь у Garmin отсутствует такой базовый для всех китайских велокомпьютеров режим, как градиент. Да, здесь не получится посмотреть, на какой угол подъема или спуска ты сейчас едешь. А это важно, это твоя физическая форма, это замеры. Да и в принципе любопытно для общей картины понимать, что, куда ты едешь и так далее. Функция градиента сюда ставится из магазина приложений Garmin, но она работает не по барометру, так как здесь его по умолчанию нету, а по GPS. Из-за чего довольно-таки много опаздывает. Я могу подъем уже проехать, а он только мне покажет его пик. Здесь также нет и термометра. Эта функция из той же категории, можно обойтись, но она очень полезна для замера эффективности твоей экипировки. Например, я точно высчитал, что для меня предел езды без бахил это 5 градусов. Если ниже, будет очень-очень неприятно. Аналогичные замеры я делал и для осенней экипировки, ну и летом она тоже может пригодиться для понимания вообще, что происходит. Сколько там, 45 или 43 градуса, или 37. Здесь все эти функции есть, а здесь их нету. Подключение компьютера к смартфону. А здесь уже Garmin впереди. У него просто безотказная система подключения к телефону. Делать ничего не нужно, все происходит автоматически. Мы просто включили компьютер, и он подключился к смартфону. Бывает, но очень редко, что нужно зайти в приложение и принудительно его подключить. У EG Sport с этим беда. Вроде как он и должен сам подключаться, но этого не происходит. Добавил приложение в автозапуск на смартфоне, отключил контроль батареи, все равно ничего не помогло. А уже после поездки, если вы его предварительно к телефону не подключили, то примерно каждое третье подключение он выдает ошибку. То есть я приехал
Приехал, хочу выгрузить поездку в Страву, подключаю его к смартфону, он мне выдает ошибку. Решается проблема выключением компьютера и включением его заново. А еще он требует включать в телефоне GPS для синхронизации. Навигация. Начну издалека. Допустим, вы забыли с вечера скачать трек, не загрузили его в компьютер. С утра, как обычно, без задних мыслей выехали, просто кнопочку нажали на нем, чтобы показывалась скорость и другие датчики работали. И едете себе на точку старта, эдак километров на 20 в другую часть города. Дорогу мы прекрасно знаем, трек у нас стартует именно оттуда, поэтому включать навигацию от самого нашего дома нет никакого смысла. Приехали и вспомнили, что трек-то мы не скачали, он остался в чатике. Скачиваете, пытаетесь загрузить его сюда в компьютер, а он ни в какую. Он выдает ошибку и говорит, что заверши текущую поездку. И это я сейчас про Garmin. Он не позволяет вообще даже в свое хранилище загружать какой-либо файлик с треком, если активна какая-то поездка. Ее нужно остановить, загрузить файлик, потом запустить заново. А если мы 100 километров намотали? Ну, такое себе, конечно же. Это характерная проблема для старых моделей Garmin. В новых ее уже устранили, насколько я знаю. У этого малыша таких проблем нет. Здесь совсем другая история. К самим картам и навигации у меня вопросов нет. Все удобно и понятно. Но это происходит не сразу. Придется какое-то время привыкать после смартфона, после Google навигации к тому, что здесь передвинуть пальцем это все нельзя. Ну а также экран мельче, все мельче. Есть вопросы к перестроению маршрута. Если мы куда-то съедем не туда, он будет вести за нами линию, по которой можно вернуться назад и вернуться на ту же точку, с которой мы съехали. Другого здесь не дано. Плюс он будет пиликать и выводить сообщение, что отклонение от курса. Он просто вас задолбает с этим. Я неоднократно так терялся в незнакомых местах. Один раз в центре города заехал на встречку под кирпич, пытался объехать это все за соседними домами, окончательно сбился и возвращался уже по смартфону по нормальным картам. Ну или в полях вообще можно заехать в какой-то тупик и потом как-то вообще потеряться здесь окончательно. У EG Sport тоже есть навигация, но это линия на белом фоне. Я пробовал, ехать можно. Потеряться можно, если у вас два поворота идут друг за другом. У нас получается линия одна, а поворотов два. Это как выбирать дверь. Левую или правую. Но таких мест очень мало, поэтому потеряться с ним очень сложно. Хотя как-то раз я заехал куда-то не туда, в частном секторе, и потом уже выезжал по логике, просто в сторону, куда меня ведет трек. Да и в принципе мне здесь карты не нужны, у меня для этого есть смартфон, у меня для этого в шток-вилке вкручено крепление для телефона с нормальными картами. Ну и напоследок расскажу вам про функции, которые просто выбесят любого. Здесь нельзя настроить подсветку, точнее ее постоянное отключение. Интервал где-то 5 минут. Дальше она начинает тускнеть, если пальцем не ткнуть по экрану, она потухнет. Компьютер продолжает так же само работать, но уже без подсветки. Днем на это внимания никакого не обращаешь, но ночью это просто издевательство. Ты просто едешь и постоянно жмешь по экрану, чтобы подсветка не потухла. Искал в настройках, ничего не смог найти. Есть еще более быстрое отключение подсветки, это режим энергосбережения. Здесь у EG Sport меня бесит накапливаемые уведомления со смартфона. Они приходят, я в телефоне их естественно не смотрю, и при каждом новом сообщении эта штука мне будет их прокручивать все. И те, которые пришли час назад, и 10 часов назад, и которые минуту назад. Возможно, это можно как-то отключить, честно говоря, не смотрел. Итого я рассказал вам про модельку примерно 7-летней давности. Можно ли простить ему все эти недочеты с учетом возраста? И да, и нет. С одной стороны это старичок, с другой стороны он продается как актуальная моделька до сих пор, а с третьей стороны он стоит как та же самая актуальная моделька. Порядка $200, 150, 180, 200. Стоит, конечно, отдать должное, что его уже потихоньку вытесняет второе поколение. И на официальных представительствах у нас в стране я уже его найти не могу. Но на маркетах все еще он продается. Просто в народе бытует мнение, что если на корпусе стоит шильдик Garmin, то это по умолчанию супер крутая элитная штука, лучше, чем любой китаец. Но конкретно в данном случае он хуже, чем вот этот черно-белый. А если взять его аналог от этого бренда за почти $200, плюс-минус где-то там, то он вполне может потягаться даже с моделькой 1040, которая стоит порядка $500. Конечно же, у актуальных на сегодня моделек 1030, 1040 и уже 1050 появился, там все эти проблемы решены, но камон, сколько оно стоит? 1050 сейчас стоит порядка $1000. На этом, пожалуй, все, что вспомнил, то рассказал. Если видео было полезно, то с тебя лайк и все, что там обычно просят в конце видео. Ну а я буду заканчивать. Всем пока!